Камера видеонаблюдения с AliExpress. На этот раз вариант 2 в 1, но тот интересный вариант, который много ждали, мне он интересен будет, и вам, кто смотрит мои видео, также будет, скорее всего, интересен. 4G камера 2 в 1, 5Z камера, модель ее прописана, 4 мегапикселя, 12-вольтовое питание. В такой вот коробке приходит. В общем-то, коробка немного помятая, но это... По вашим просьбам создал группу чат в Телеграме для общения и помощи по теме видеонаблюдения. Переходите, присоединяйтесь. Неудивительно. Кронштейн отдельно, блок питания в комплекте 12-вольтовый 2-амперный есть. Инструкции и все остальное, винты крепления кронштейна самой камеры есть. Уплотнительная изоляционная прокладка есть. И даже, смотрите, есть отвертка. О, как хорошо. Как раз я отвертку не взял для видеообзора. Так, и, в общем-то, все. Ничего на дне нету. Упаковка вполне таки хорошая. И вот эта камера. Это 4G вариант. То есть камера 2 в 1, но с 3 объективами. С возможностью работы через сим-карту мобильного оператора, через интернет мобильного оператора, сим-карту которого вы установите в камеру. Металлическая вот эта вот передняя часть, то есть сборка именно камеры, все модули находятся на передней части, и она изготовлена из металла. Такой себе радиатор охлаждения, и это хорошо. Камеры в таких корпусах примерно мы с вами уже рассматривали и видели. Универсальный кронштейн есть для установки как в потолочном режиме, так и в стеновом. И смотрите, интересно сразу, на отводе на кабеле нету разъема RJ45. То есть камера у нас работает и предназначена для работы чисто по 4G. Разъем питания и кнопка сброса к заводским установкам под герметичным. Вот такая вот пробка имеется. Поэтому вы должны сразу учитывать, что эта камера не будет работать с вашим роутером по кабелю. И вариант сразу, наверное, возникнет вопрос, имеется ли раздача Wi-Fi, умеет ли камера раздавать Wi-Fi. Это далее посмотрим мы на видео, думаю, имеет. И какой еще интересный момент по этой камере, что эта камера с приложением Camhai. Много я вам показываю таких камер, в основном с приложением ICC XMI. Это камера с Camhai. И здесь возникает вопрос, сразу же интересный отсюда. Будет ли верхняя камера присылать уведомления по силуэту человека? Потому что в XMI-евских аналитикой обладает только нижняя камера, верхняя чисто обзорная. Тут мы посмотрим, есть подозрение, что в Camhai камерах верхняя камера также обладает аналитикой. По кронштейну многие видели, показываю еще раз, как мы устанавливаем в различных его положениях. Стеновое, то есть потолочное крепление. Раз фиксируешь аккуратно, зафиксируешь. Винты для фиксации имеются, вот маленькие винтики. Фиксируешь, и это у нас стеновое крепление. В комплекте идет инструкция на английском языке. В общем-то, все понятно даже по картинкам. Но можно разобраться с приложения Camhai, поставить Camhai Pro без всяких вопросов. Отверточка пригождается. И фиксируем кронштейн с двух сторон. С одной стороны. Ну, там надежное крепление, нормальное. Пластик хороший, эти камеры проверенные, работают они, в общем-то, без проблем. В комплекте остается у нас еще 3 запасных винта под силиконовой заглушкой толстой, которую не так просто открыть. Видим слот для карты памяти и дублирующая кнопка для сброса камеры к заводским установкам. Карту памяти сразу можем и поставить перед подключением. Карта памяти служит чисто хранилищем, где сохраняется видео и аудио с камеры. Можешь заходить на камеру удаленно и, соответственно, открывать карту памяти. Облачный сервис также имеется до защелкивания. Обычная посадка карты памяти. Здесь все герметично. И
Слот для установки сим-карты находится под вот этой вот крышкой. Здесь также отвертка пригодится. Откручиваем винт-фиксатор и открываем крышку. Силиконовая прокладка. И здесь у нас есть доступ до 4G модуля с слотом для микро-сим-карты. Видим там пакетик с силикагелем, внутри камеры и все модули можно увидеть. Микро-сим-карта, оператор Live в Украине. Он пополнил карточку. Желательно, конечно, безлимитный интернет, чтобы был для работы с этими камерами. Пинцетом было бы лучше. Срезом устанавливаю вовнутрь и контактами к плате. Также защелкивание производится. Силиконовая прокладка. Здесь все герметично. Также есть такой вот зацеп с этой стороны. А с этой стороны фиксируем винтом. На айфоне и на андроиде приложение Camhai Pro. Заходите. Если не зарегистрированы, проходите регистрацию, у вас будет вот такой вот список устройств. Если есть камеры, понятно, будут камеры, то у вас вопросов этих не будет возникать с регистрацией. Вот нету камер, чистый список устройств. Сейчас я буду добавлять. Подключаю камеру ее блоком питания. Блок питания обычный, вот, который привыкли видеть, недорогой. Также стеновое он крепление имеет, и его можно помещать. В общем-то, он может и сам по себе вот так работать. Здесь все закрыто. Доступ только может быть отсюда. Или же лучше в распредкоробку его помещать, герметичную, чтобы не было попадания влаги. Включаю, подаю питание. Блок питания светит синим индикатором. Здесь также видно, тестирование происходит светодиодов. Инфракрасные светодиоды видим сразу. Здесь 2, здесь 4. И белые светодиоды. Здесь 4, здесь 4. Под линзами. В общем-то, классная здесь должна быть и инфракрасная подсветка, и белая подсветка. По людям там он будет переключаться. Камера ночью светить белым светом. Идет загрузка. Нету никакой, в общем-то, не вижу я индикации. Скорее всего, там на модуле есть светодиод, на 4G модуле. Индикация именно по работе. Во многих 4G камерах есть световой индикатор. В сети она там загружена, не загружена. Здесь никакой реакции нету. И нету тестового режима, видите вы. Почему-то... пошел. Вот, только я. Какое-то время нужно подождать, чтобы камера загрузилась. Зарегистрировалась в сети мобильного оператора. И потом мы включаем поиск на приложение. Первый раз с вами я ее подключаю. Динамик видим. Видим микрофон, встроенный в камеру. Эта камера без встроенных аккумуляторов имеет 12-вольтовое питание. Ты можешь ее подключить 12-вольтовым аккумулятором. Гелиевый, кислотный, автомобильный, обычный. Чем больше емкость аккумулятора, тем на дольше его хватит для работы камеры. И эта камера, в общем-то, может работать в поле. Но какое условие? Аккумулятор с ней должен быть 12-вольтовый и сеть мобильного оператора в месте установки камеры также должна быть, сигнал. Ну и плюс качественный интернет. 4G камера есть, просит нас сразу же сканировать QR-код с камеры. Есть ID устройства и пароль. Добавить, что прописываете что. Можете пасека написать там. Гараж. Давайте офис. Подтвердить. Соединение. В сети. Довольно-таки быстро кликаю на камеру для измените пароль. Если понятно, выбрасывает назад. Если да, переход в изменение пароля. То есть свой задаешь пароль доступа на камеру и подтверждаешь свой пароль. Вдруг пароль этот забылся, потерялся, можно сбросить камеру к заводским установкам кнопкой сброса. Ну и все заново сделать. Приложение. Пароль должен быть, ну там почитаете. И готово. 4G. Давайте кликаем, заходим на камеру. Так, две картинки, понятно, с камеры сразу. Вот так вот имеется возможность, что зумирование и верхний. Цифровое, да, смотрите, какое плавное. Верхняя камера. Задержка, опять же, вот смотрите, вот эти все моменты по задержке, по работе камеры напрямую зависит от качества интернета мобильного оператора в месте установки камеры, качество сигнала мобильного оператора
и с какого интернета вы заходите. У меня здесь два маленьких деления, то есть у меня слабый очень сигнал мобильного оператора. Желательно, чтобы интернет был хороший и имел хорошую пропускную способность. Вот видите, отвал происходит. Вынесу камеру на улицу, надеюсь, там может будет что-то работать получше. Еще по кронштейну имеется поворот вот здесь в этом месте. То есть ты можешь перенаправлять эту камеру, именно эту. В принципе, даже вот так. Фиксированный поворот кронштейна. Эта камера управляется удаленно, она поворотная, а это фиксировано уже на месте. Ты повернул, можно поставить в перекрытие. Эта камера смотрит в левую сторону, в правую сторону, эту повернул в другую сторону, и они контролируют ситуацию. То есть, по сути, это две камеры у тебя в одном устройстве. Камера на улице, делаю вход с домашнего Wi-Fi. Камера работает через мобильного оператора. Это, по сути, удаленный доступ. Захожу, кликаю, камера на экране. Удобные значки, вот они здесь все. Видно, что нижняя камера поворотная. На верхней камере имеется какой-то значок прицела. С помощью верхней можно управлять нижней. Сейчас я примерно настрою. Посмотрим уровень сигнала, если это возможно будет. Не помню, я уже с этого приложения можно это делать или нет. Но сразу скажу, что в моем месте уровень сигнала мобильного оператора, любого, почему-то так не знаю, слабый. Вот так управляется камера нижняя, и работает вот так зум. Зум гибридный, переключение с объектива на объектив. Много я вам камер таких показывал, очень хорошее качество. Вот эта вот задержка, вы видите, рывками двигается автомобиль, это напрямую, вот как я говорил, вам зависит от качества интернета в месте установки камеры. Да и вообще качество интернета мобильного оператора, они у каждого мобильного оператора разное. По определению силуэта человека, так, работает. И верхняя работает. Все. Вот это то, что вопрос, который у меня был, возникал, и у многих возникал. Есть ли камеры, две в одном, которые работают, верхняя с аналитикой? Есть. Это камеры с приложением CamHigh. Я вам показываю 4G вариант. Есть варианты чисто Wi-Fi. Ну вот домашней сети ты подключил ее к видеорегистратору, там к чему, и она работает без сим-карты. Также закажу такую камеру, сделаю на нее подробный видеообзор, потому что, ну, та камера более стабильная в домашней сети. Здесь видите вы вот такие моменты. Но по аналитике, скорее всего, они одинаковые. Вот я думаю, что одинаковые. Такой просмотр. Вот так, да. Приложение с такими камерами с CamHigh я еще не встречал. Угу. А как же ж нам сделать замену? Где-то должна быть замена. Снимок, заполнение, самоадаптация, заполнение. Ну а где же заменить? Вот, замена картинки. Это туда. Вот так вот. Или закрыть. Или All. Такие вот варианты просмотра. В SD качестве, видите? Поставить в HD качество. Я не отвечаю за стабильность работы. Видите, начинает вот именно моменты. Это не с камерой связано, это связано с качеством мобильного оператора. Вот. Качество-то намного лучше становится. Картинка более ясная, более классная. Но задержки. Поэтому закажу я камеру Wi-Fi просто. Тут что-то у нас появилось такое. Вот так. Ну, я понял. То есть можно с помощью кнопки переходить. Live. Смотрите, определяет сразу же Live. И, ну, вроде бы качество сигнала на хорошем уровне. Вроде бы. Но вот видите вы, как работает. Значит, это такой интернет мобильного оператора Live. С таким вот качеством. Далее, что здесь? Это мелко. Предустановки. Предварительное положение, да. Пресеты можно ставить, как обычно. Регулировка громкости, динамика и микрофона. Стоит в среднем. Настройки изображения. Ну, то есть, приложение CamHigh многие сталкивались и знают, что многофункциональное. Можно и яркость, контрастность, все делать.
Режимы ночного видения. Интеллектуальное, цветное, обычное ночью посмотрим. По человеку там будут включаться. Интеллектуальное отслеживание. Вот слежение за человеком. Слежение повешение по-польски что-то. И мобильное отслеживание. Переводится как слежение, расширение. Смотрите, за человеком следит. Вон там человек, определение на высоком уровне. Чувствительность на хорошем уровне определения силуэта человека. Соответственно, и следит за человеком. Вон там, вон. Это я сделал приближение. То есть у вас есть возможность вообще, смотрите, приблизить хорошо, далеко. И камера там будет следить за людьми. В SD-качестве и качество просмотра вот со смартфона на хорошем уровне, на высоком. Так, а если как-то плавненько не получается? Ну, при большом зуме управлять камерой, конечно, будет тяжеловато. Так, чтобы попасть куда-то точно, видите? Поэтому выставил заранее на небольшом зуме и потом уже зумируешь, что тебе точнее нужно. По зумированию вот так вот. В общем-то, хорошее зумирование. Смотрим, смотрите, вот. Вот это так происходит. Сам процесс, сам алгоритм. Смотрите, приближает. Ну, вот то, что я хотел увидеть от камер с приложением XMI. Камхаевцы это сделали. Ну, потеряла, дальше в кусты зашла. Понятно. Сейчас смотрим именно момент возврата нижней камеры в предыдущее положение. И тут я ничего, никаких танцев с бубном не делал. Просто повключал вот эти галочки. Слежение расширенное какое-то и мобильное отслеживание, ну, включено. Вернулась в предыдущее положение. И дальше происходит видеонаблюдение. По автомобилям, по движению листьев, вот этим всем делам ничего не происходит, видите. Чисто ждет людей и работает. Давайте посмотрим зумирование. Тут чисто цифра, без всяких переключений между объективами. С потерей качества. Чем больше ты приближаешь, тем, понятно, качество, картинка мылится. И вот такие вот есть возможности зумирования верхней камеры. Она не поворотная, но вот я ее изменил направление. Немного в сторону повернул. Это тут перекрывает, это туда смотрит. Все записывается на карту памяти в две картинки. Дальше посмотрим, что у нас здесь еще. Фото, видео, звук. Звук давайте ж. Ну, звук есть, обычный звук улицы. Слышу я, можешь передать в микрофон что-то, если нужно. Ружье закрывается. Имеется в виду, вот прицел, вот этот именно, что управление, верхняя камера, нижняя, скорее всего, вот именно функция ружье. Стреляй. О, кошмар какой-то. Давайте прицел подвигаем, да, и посмотрим, что произойдет. Ну вот, да. И не надо, вот смотрите, в общем-то, никакой калибровки. Все в автомате, я так понял, камера делает при загрузке, скорее всего. Калибруется она при загрузке. То есть этой камерой ты можешь управлять нижней с помощью верхней. Таким вот образом. Вот поворачивается. Ну, отлично. Сейчас смотрим по человеку. Опять работа. Опять человек. Вот приближение, зумирование, все работает. Но вот один момент, что вот именно лаги с интернетом. Но камера именно, смотрите, сам алгоритм работы. Ну, блин, на том уровне, на что я хотел. То, что я хотел, то камера и делает, в общем-то. Вот так вот. Следит и потом возвращается назад. Если выключить ружье, то верхняя камера отключается, в общем-то, ее аналитика и команды нижней. Нижняя камера сама будет себе работать. Такие вот возможности есть. Давайте в настройки зайдем. Настройка 4G. Есть вариант там зайти, там глубокие настройки какие-то. Скорее всего, немногие будут этим заниматься. Изменение пароля. Управление сигнализацией и получение сигнала тревоги именно на сообщение на смартфон, на смарт-часы, где вы что там будете. Название камеры, сигнал тревоги обнаружения движущегося объекта на экране устройства. Ну, стоит. Звуковая сигнализация, сигнал из динамика будет звучать, если нужно. Включить, выключить. АИ будильник, именно интеллектуальная тревога включена и распознавание объекта рамка. Если нужно, убираешь ее желтую. Чувствительность на 70 стоит из 100. Устройство может
сигнал дополнительный ручной. Можно по расписанию ставить определение, вот эти все моменты. Запись сигнала тревоги на SD-карту. Когда сигнал тревоги срабатывает, устройство выдает сирену. Не нужно сигнала тревоги на карту SD. В общем-то, понятно здесь примерно все. Настройка видео. Смотрите, можно настраивать основной поток и дополнительный поток. Скорость передачи данных. В общем-то, настройки, видать, не поддается, просто информация. Настройка звука. Понятно, смотрели. Запись плана SD-карты, включить запись на SD-карту, дополнительный, основной поток ставим, дополнительный это в SD-качестве, в плохом качестве, но в легком, больше будет места меньше заниматься на карте памяти. Основной поток с хорошим качеством. Подтвердите настройки, перезапустить при этом устройство, видите вы, тревожный колокольчик уже стоит. То есть уведомления по тревоге уже приходят. И в нашем случае именно по людям. Перезагрузка устройства также все прописывается. Соединение устройства в сети. Можно заходить в настройки, не обязательно открывать, заходить на саму камеру. Настройка SD-карты. Определение, форматировать, если нужно, карту памяти. Начальная настройка к заводским установкам и перезагрузить устройство удаленно, если нужно. И удаление устройства. Если кому-то отдаешь камеру, можно удалить устройство. Что еще порадовало? Определение силуэта человека на очень большом расстоянии. Чувствительность просто класснейшая. Как верхняя камера далеко определяет человека, так и нижняя. Моменты, которые я за день... Скорее всего, не все моменты, еще здесь есть какие-то тонкости, нюансы. Смотрите, запись плана SD-карты и дополнительный поток. Это будет писаться на карту памяти видео с двух камер на одной картинке. Основной поток будет писаться с каждой камеры отдельно видео, но в хорошем качестве. На карте памяти сохраняются за день ролики тревожные красным подписаны, запланированная запись, скорее всего, постоянка синим. Со звуком записано. Сейчас вот ночная картинка. Дневную. Все, дата, время, все прописано. Заходишь, выбираешь сюжет, который надо, и просматриваешь. Можно скачать сразу. В папку приложения скачивается. Потом перекачиваешь, забираешь без проблем на папку смартфона. У тебя в галерее оно будет. Вот дневная. Смотрите, есть вариант слежения с зумом. Вот он. Дальше по негативу этому немного расскажу. Но есть возможность, смотрите, включить слежение без зумирования. Вот оно сейчас включено у меня. И видите вы, что камера нижняя следит и не зумирует людей. Как это сделать? В общем-то, вот этот вопрос, который возник, обширное слежение, имелось в виду с задействованием зумирования. Ставишь галочку, камера будет приближать людей. Снимаешь галочку, камера не приближает людей. И вот, когда не приближает людей, слежение идет более адекватное. С зумом камера людей зумирует и не успевает за ними двигаться. Поворотное устройство почему-то слабо работает. И не успевает двигаться, и теряет из виду. Но верхняя камера подхватывает этих людей и дает команду камере, опять же, поворачиваться за ними. Возвращается камера на место. За целый день не было сбоев по возврату камеры. После слежения занимает положение, откуда ты слежение включил. Здесь никаких косяков нет. По ночной картинке все адекватно. Луч просто огромный, классный, то есть мощность светодиодов на хорошем уровне, что в нижней камере, что в верхней. Ну, в верхней, понятно, они меньше, вы видели, там и линзы меньше. Нижняя камера имеет более мощные светодиоды, и приближать также можно эффективно картинку на приличное расстояние. То есть хватает ИК подсветки, не меняет она как бы свою яркость. ИК подсветка — это не так называемые лазерные ИК светодиоды. Ну вот смотрите, определяет человека, вон различает людей даже за
между столбом и деревом. Вот я не сильно и вижу, что там люди, но она их различает. Даже в ночной съемке, тут зумированная картинка, на большом расстоянии различает и следит. Камера полностью понравилась, вот вызвала ее, вот эта камера. Опять же, ложные моменты ночью могут быть, поэтому вы должны иметь это в виду. Если ты презумировал, то картинка так и фиксируется презумированная. Вот видите, тую определяет как силуэт человека. Ну, бывают такие моменты ночью. Днем ложных срабатываний не было, ночью могут быть. Давайте переключим 3 ночных режима. Это у меня обычное ночное видение. Давайте в чисто цветное поставим, чтобы камера перешла в цвет и включила белые светодиоды. Вот сейчас это и происходит. Пыль, машина проехала, видите, пылинки камера видит. Вот луч видно по этой камере, как луч с нижней камеры уходит. В верхней камере также имеются белые светодиоды. Смотрите, какой луч мощный. Ну, суперово. Такая себе прожектор, такой себе отличный, со слежением. Будет идти человек, камера будет за ним поворачиваться и светить на него. Также интеллектуальное можешь поставить ночное видение именно по силуэту человека. Будет включать белые светодиоды, ну и следить за человеком будет, если включено слежение. Ночная картинка на очень высоком уровне. Это при том, что я сейчас смотрю и показываю вам все в SD качестве. При том, что еще имеем функцию настройки изображения, имеется в виду яркость, контрастность, насыщенность. Можем даже засветлить вот картинку. Смотрите. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это засветлил на свою голову. В разных диапазонах можешь сделать более контрастную, можешь сделать более светлую. Как захочешь. Это все делается как в ночном, так и в дневном режиме. То есть возможностей очень много. Камера, как по мне, достойная. На сегодня все. Камера в продаже в Украине по цене AliExpress. Кому нужно, в Telegram заходите, там с вами связываюсь и отдаю вам ее по цене AliExpress. TikTok анонсы. Заходите, там сразу будут анонсы того, что будет в YouTube. Всем удачи, до следующих видео.